доброе утро. Начать его я хочу с одного лайфхака полезного, если вы путешествуете по Аргентине, сняли квартиру в старом доме. Часто в старых домах может быть проблема с душем. Тут либо есть опция очень горячая вода, и начинаешь ее разбавлять в холодной, чтобы сделать теплую терпимую температуру, и тогда выключается горячая вода, и начинает идти только холодная. И постоянно, когда моешься, там начинается вот это туда-сюда, нужно постоянно вертеть, крутить кран. Для того, чтобы этого не было, достаточно просто вот в раковине включить немного горячей воды, чтобы она так тоненькой струйкой лилась. И все. И температура будет держаться стабильно. Так, мы в Мар-дель-Плате. Первый европеец, который ступил на эти земли, был Фернан Магеллан во время своего первого кругосветного путешествия. Это было в 1519 году. До него здесь жили кочевые племена коренных народов, путешествовали по этим землям. В наше время Мар-дель-Плата – это второе по популярности туристическое направление Аргентины после Буэнос-Айреса. Сейчас вдоль этой бухты человек плавает. Тренировка на открытой воде. Вообще кошмар. Такая вода мутная, волны. Человек все равно тренируется. Песок такой жесткий, утрамбованный, плотный. Как по асфальту идешь. Поднялись на волнорез. Вот здесь, в этом месте, действительно понимаешь значение слова волнорез. Действительно преграждает путь волнам. Волны вообще очень большие. Здание немного похоже на заброшенное, но там внутри тренажерный зал. И находки на берегу Атлантического океана. Мертвый скат. Как его сюда, интересно, занесло вообще, выкинуло? То есть эта волна настолько была сильная, что его сюда выкинуло, получается? Прекрасные виды Атлантического океана, точнее южная часть Атлантического океана. А сейчас мы двигаемся дальше, мы идем в сторону порта морского, потому что там можно увидеть морских львов. Собственно, это и есть главная цель нашего визита сюда. Набережная. И здесь есть ступени, по которым можно спуститься и прямо вот здесь по камням погулять. Здесь продают одежду, если кто не рассчитал с погодой и вдруг прохладно. О, носки, кстати, наверное, очень важно здесь, потому что когда подходишь в эту игру, играешь с волнами, подойти поближе к волне и отбежать. Мне кажется, еще никто не выиграл в эту игру, все равно в какой-то момент ты промокнешь. Поэтому здесь вот носки продают и курточки, потому что прохладный ветер. А на этом волнорезе стоят рыбаки в основном. Сейчас сезон уже закончился, потому что вот здесь очень много навесов, и очевидно, что когда здесь лето и жарко, скорее всего, на этом пляже яблоку будет негде упасть. Вот. Но сезон продолжается у серферов. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, как они тут серфят. Есть и такое развлечение в Мар-дель-Плате. Серфинг внесезонный. Люди в гидрокостюмах, так что все у них хорошо здесь. Много людей, целый серф-клуб. Можно очень весело проводить время.
Да, ребята, океан это, конечно, вообще прекрасно. Я вот не представляю, как отличаются люди, жизнь людей, которые здесь родились, выросли. Ты просто проезжаешь по дороге, вот на работу, там, я не знаю, на учебу, и с таким вот видом ты смотришь на океан. И даже здесь есть автобусная остановка. Вот. Просто стоишь, ждешь автобус и смотришь на океан. Мне кажется, это вообще какой-то абсолютно другой уровень жизни. Дошли мы до порта, где живут морские львы. Мне показалось, что в воде очень много этих морских львов, но когда мы подошли поближе, стало очевидно, что это серферы, а не морские львы. А львов нужно будет где-то искать подальше, возможно, поэтому было принято решение подкрепиться, пообедать и потом уже продолжить наш путь. Прекрасно пообедали в красивом заведении, которое вот прям точно можно назвать ресторан. Пока записывала видео про свой отзыв про ресторан, какой-то чувак начал что-то кричать, непонятно себя вести. Сказал на английском, что ему нужны наши нехорошие деньги. Вот, но мы просто прошли дальше. Не знаю, это была попытка ограбления или что это было, просто какой-то сумасшедший. Вот так. Очень вкусно. Сейчас пообедали в классном ресторане. Счет у нас всего получился $11. Причем в остальных местах, во многих, здесь пусто, так как сейчас не сезон. В кафе никто не сидит толком. А именно в этом месте было прям полно народу, полная посадка. И это хороший знак, значит, там точно вкусно. Тем временем мы подошли к морскому порту. Здесь же рядом стоят военные корабли, там даже подводная лодка есть, но мне кажется, не получится ее заснять, она слишком далеко. Мы сейчас наконец-то пойдем к морским львам. Так, морские львы оказались в другом месте, прям в самом порту. Именно здесь они любят находиться. Сейчас мы доехали до сюда на такси, потому что было далековато идти. И пойдем их искать. Такой запах здесь рыбный стоит, и жареный, и не только, и сырой. Прям рыбное место. Мы дошли, они так близко, это вообще... Прям сюда голова вывалилась. Мужской разговор.
Я спрашивала у людей, которые здесь бывали, уже подходили к этим морским львам, я спрашивала, а смогу ли я их погладить? И мне говорят, в принципе, можно, но ты не захочешь этого сделать, когда ты там будешь. Ну и потом еще мне прислали, что, оказывается, это незаконно их трогать, потому что ты можешь передать им свои болезни, и также они могут тебя там чем-то заразить. Но не хочется их трогать вообще. Здесь в порту есть специальные скамейки. Можно прям наблюдать за ними, вот сюда присесть и смотреть себе сколько хочешь. Вот они прям. Так сидишь, смотришь на корабли, на морских котиков. Прямо вот они, на расстоянии вытянутой руки. Но долго здесь не просидишь, потому что запах очень сильный. Очень сильно пахнет и не хочется их трогать действительно. Levantalo. Levantalo a todos, levantalo. Sí. Arriba, arriba. Vamos. Te jode a todos, ¿verdad? Qué jovencito. Так, ну что здесь происходит? Здесь лежбище этих морских львов, они здесь лежат, периодически начинают лазить друг по другу, это вызывает ворчание, рычание других львов, кусают друг друга, но экшен происходит очень быстро прям. Только они начинают чуть-чуть драться, я включаю камеру, и все уже почти все успокаивается. Сейчас я вижу, что два больших морских льва вылезли прямо вот сюда, на часть для людей. Пойду их поснимаю. Вот так. Будни Мар-дель-Платы. Просто два больших дяденьки. А вот еще один хочет залезть. Или не хочет. Есть специальный человек, который их выгоняет. Тут есть специальный человек, кажется, вот, который сейчас гонял морских львов, потому что до этого он их гонял вообще на другой части порта. Он пришел в другую часть и там их гонял. У них, то есть определенный участок, где они могут спокойно лежать, но они, конечно же, этого не понимают, лазят везде. Вот. И сейчас мы идем прям подальше от берега, и здесь тоже лежат морские львы. Вот они, красавцы, прямо на парковке. Еще здесь на набережной очень много шерсти этих морских львов. Вот она. Я подошла с намерением все-таки погладить морского льва, но что-то не хочется. Вот они прям здесь лежат. Вот. Большая такая тушка. А здесь художники. Много художников рисуют. И вот еще парочка под кораблем затаилась, спокойно лежат, отдыхают. Подальше находится место, где ремонтируют корабли. Они выглядят так, как будто бы они никогда уже не поплывут, но нет, их ремонтируют действительно. И здесь стоит один корабль на парковке. Вот написано «Вендо», продается. Как бы я описала запах морских львов. Если вы когда-нибудь были в зоомагазине и там видели, чувствовали рыбный корм для кошек, вот что-то вот очень похожее, очень стойкий запах как будто вот этого рыбного корма для кошек, немножко с примесью еще такой детской неожиданности, так скажем. Вот, и это очень стойко. Сейчас мы пришли в парк, натуральный резерв. Здесь очень тихо, спокойно, почти никого нет. И прекрасный пляж.
Красивое место, конечно, шикарное. Вообще замечательно. Такой гладкий песок, здесь океан. Просто потрясающе. Какая-то сточная вода идет в океан. Но я скажу вам так, ребята, я люблю собирать ракушки, но все ракушки, которые я здесь нахожу на этом пляже, они все колотые, ух ты, с перламутром. Целых нет, то есть это либо волны настолько сильные, что все перемалывают, либо чайки успевают быстрее и раскалывают эти ракушки. Я раньше никогда не видела морскую пену вот так вот наяву, только на видео. И вот здесь прям так море хорошо взбило. Смешная. Невероятно красиво, невероятно просторно. Вообще людей почти нет. Именно этим мне нравятся вот такие курортные места, не в сезон, потому что они действительно очень красивые, неспроста они такие курортные, все люди их любят. Но когда много людей, все равно ощущения не те. Да, сейчас прохладно, не покупаешься, но это не главное. Мне очень нравится. Это вот такой отдых интроверта. Очень длинная пляжная линия, много навесов. Я видела фотографии, видео с того времени, когда здесь сезон. И вот выражение «негде яблоку упасть» — это вот как раз про пляжи Мар-дель-Платы. Очень много здесь людей, когда сезон. Выходим уже на дорогу после пляжа. Будем искать такси. Также здесь есть автобусы несколько. И, кстати, как мы поняли, что они также, их можно оплачивать, автобусы, карточкой Субы, которая в Буэнос-Айресе работает. Озеро с разными птицами здесь же, когда выходишь с пляжа. Очень много разных птиц. Итак, мы доехали с того пляжа немного поближе к центру города. Поехали на автобусе. Там, да, работала Суба, которая работает также в Буэнос-Айресе. Но при этом в Буэнос-Айресе мне кажется, самая максимальная цена около 50 песо, 49, кажется. А здесь 119 песо, то есть проезд дороже. Это все еще очень хорошая цена, но все же разница в ценах есть. В 1886 году была построена железная дорога из Буэнос-Айреса до Мар-дель-Платы. И путешествия до Мар-дель-Платы стали очень удобными. Время в дороге занимало примерно 10 часов. Поэтому Мар-дель-Плата стала излюбленным местом отдыха аристократии Буэнос-Айреса. В Мар-дель-Плате осталось много особняков в настоящих замках с той эпохи. Сейчас зашли в кофейню, перекусили, и, видимо, из-за того, что эти запахи для меня новые, запахи морских львов, мне показалось, что это еда. Кекс, который я ела, он тоже с привкусом этих морских львов, такой странный вкус. У нас уже порядочно стемнело, мы идем в сторону дома, но я хочу продолжить свой рассказ про Мар-дель-Плату. Начиная с 1940-х годов рабочий класс тоже стал ездить сюда на курорты Мар-дель-Платы с помощью профсоюзов. Здесь начали строить специальные дома отдыха.
для рабочего класса. И также впоследствии они начали покупать здесь недвижимость, строились многоквартирные дома. И, собственно, это повлияло на то, какой вид сейчас имеет Мар-дель-Плата. Курорт для всех и каждого. Идем мимо магазина бытовой техники, газовых плит, и вот эти плиты, как на них готовить? Что это? Это был очень насыщенный день. Спасибо, что провели его со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.